Житель небольшого городка Эстера во Флориде, Ричард Уилбэнкс, как обычно, выгуливал своего щенка за домом. Этот пожилой мужчина часто проводил время на свежем воздухе, гуляя по знакомым тропинкам рядом с прудом, где природа словно создана для неспешных прогулок. Его трехмесячный кавалер Кинг, Чарльз Спаниель по имени Ганнер, резво бегал вокруг, весело махал хвостиком, подбегая к хозяину и снова убегая, чтобы исследовать все вокруг. Этот момент ничем не отличался от множества других. Тихая атмосфера, пение птиц, шелест деревьев. Постепенно они приблизились к пруду, который всегда привлекал Ганнера своей гладкой поверхностью, отражающей небо. Но все изменилось в одно мгновение. Из воды внезапно выпрыгнул молодой аллигатор. Он двигался так быстро, что Ричард даже не успел осознать, что происходит. Рептилия с молниеносной скоростью схватила ни о чем не подозревающего щенка и, не задерживаясь ни на секунду, начала уносить его обратно в воду. Это было так неожиданно, что сперва Ричард буквально замер на месте. Это был совершенно обычный день, как всегда. Мы ежедневно гуляем у этого пруда. Аллигатор вылетел из воды, как ракета. Я и не подозревал, что они могут быть такими стремительными, позже вспоминал потрясенный Ричард, рассказывая о том, что произошло. Однако даже шок от происходящего не смог парализовать его действия. 74-летний мужчина не раздумывал ни секунды и, несмотря на свой возраст, с удивительной для таких лет ловкостью прыгнул в воду вслед за аллигатором. Его любовь к питомцу и решимость спасти его оказались сильнее любого страха. Эти хищники, как известно, становятся особенно опасными для людей, когда их длина достигает хотя бы 120 сантиметров. В таких случаях лучше держаться от них подальше, поскольку их сила и агрессия могут быть смертельными. Но в данном случае Ричарду повезло. Рептилия оказалась значительно меньше, хотя и этого было достаточно, чтобы представлять угрозу. По словам Ричарда, догнать аллигатора оказалось проще, чем он ожидал. Но схватить его, удерживать и заставить разжать мощные челюсти – это было настоящим испытанием. Щенок все это время беспомощно извивался в зубах хищника, а Ричард отчаянно пытался действовать так, чтобы и самому не пострадать. Опасаясь, что Ганнер может захлебнуться, Ричард не позволял голове аллигатора опуститься под воду. Он изо всех сил старался держать рептилию так, чтобы щенок смог дышать. В какой-то момент ему пришлось засунуть обе руки в пасть хищника, чтобы освободить своего питомца. Это был рискованный шаг, но Ричард понимал, что другого выхода у него просто нет. Наконец, после долгой борьбы, аллигатор разжал челюсти, и щенок, воспользовавшись моментом, пулей выскочил из воды, перепуганный, но целый. На его животе была небольшая рана, к счастью, не представляющая угрозы для жизни. Руки же самого Ричарда сильно пострадали, острые зубы аллигатора оставили на них глубокие следы. Но несмотря на это, пенсионер был рад, что Ганнер остался жив. Незадолго до этого инцидента представители местной федерации дикой природы установили камеры вблизи жилых домов, чтобы наблюдать за поведением диких животных. Одна из таких камер зафиксировала все, что произошло, включая тот момент, когда Ричард, не раздумывая, бросился спасать своего четвероногого друга. Эта история могла бы остаться неизвестной, если бы не внимательные волонтеры, которые впоследствии изучили записи с камеры. Когда запись стала достоянием общественности, Ричард на следующий же день стал настоящей местной знаменитостью. Соседи и жители городка восхищались его поступком, а некоторые не могли скрыть своего удивления. Отважное спасение щенка 74-летним мужчиной показалось многим чем-то невероятным. Многие были шокированы этим инцидентом, а некоторые восхищались его мужеством, так позже писали местные газеты. Люди отмечали, что история Ричарда – это пример того, как важно уметь действовать быстро и решительно, особенно в критической ситуации. Не менее важно, как отмечали многие, никогда не бросать друзей в беде, даже если это всего лишь маленький щенок. Теперь Ричард выгуливает Ганнера только на поводке и старается избегать пруда. Несмотря на то, что он чуть не потерял своего питомца, мужчина не пожелал, чтобы аллигатора убрали. Он считает, что этот хищник – неотъемлемая часть природной экосистемы. «Мы живем рядом с их домом, а не они с нашим», – говорил Ричард, объясняя, что природа должна оставаться нетронутой. Этот случай стал не только историей о спасении, но и напоминанием о том,
как важно сохранять хладнокровие в экстремальных ситуациях и ценить жизнь как свою, так и тех, кто от тебя зависит. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.